Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Что скоро уйдет из вашей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И погнали! Что сейчас происходит в вашей жизни? Смотрим. Так. Вот знаете, то, что произошло в вашей жизни, большая вероятность, что под воздействием магии. Давайте-ка уточним. Вот интересно так начинается. Да, вот эта проблема с женщиной. У вас произошла в вашей жизни серьезная проблема с женщиной. И большая вероятность того, что это было под воздействием того, что кто-то на вас, либо на вашу семью, да, ваши отношения воздействовал магически. Причем я вам скажу, эта магия до сих пор продолжает действовать на вас. Вот такое какое-то, знаете, сегодня крутое начало, да, вот магическое, прям мне самой удивительно. Смотрите, магия может быть в вашей жизни, она может как проявляться? Допустим, некоторые из вас не могут длительный период устроить личную жизнь. Допустим, вы знакомитесь с женщиной, и очень быстро они отпадают у вас, да? То есть вы не можете построить длительные отношения. Либо женщины уходят от вас, либо же вы вот бросаете всех, казалось бы, что и то не так, и это не так. Ну, на самом деле это влияние магии. Потом еще может магия, смотрите как, воздействовать. На здоровье она может давать период каких-то неудач. То есть, смотрите, допустим, у некоторых из вас может обостриться, допустим, либо же какая-то ваша хроническая болезнь, либо появится новая болезнь, да, и вы по кругу идете, да, вот лечите, оно особо не дается, как бы не поддается лечению. Может быть период неудач, как я сказала, это период и финансовых неудач в том числе. Финансовые проблемы, да, они тоже очень сильно бьют по жизни. А у вас получается, если у кого-то и финансовая, и личная проблема, да, в личной жизни, то это как бы двойной удар получается. Еще раз говорю, это все под воздействием магии происходит. Поэтому у кого из вас есть вот такие проблемы, которые я перечислила, то я бы вам рекомендовала как можно скорее обратиться к человеку, который может снять это все. Потому что под магическим воздействием человек не сможет ни личную жизнь наладить в дальнейшем, по финансам так и будет неудачи, по здоровью. То есть человека нужно реально чистить, да, нужно избавляться от этого негатива. Вы по жизни такой вот победитель. Вы очень любите, знаете, вот, чтобы вами восхищались. Кто-то из вас, может быть, даже красоваться любит. Довольно привлекательной внешности вы можете быть, да? Ну, это общий расклад, поэтому я так в общих чертах описываю, что сюда подходит. Вы очень любите побеждать вот даже в мелочах, да, пусть там, я не знаю, партия в шашки-домино, грубо говоря, и то вот вы должны быть победителем. Ну, в принципе, это еще и ваша природа мужская. Вы должны, это на инстинктивном уровне вашем заложено, что мужчина охотник, добытчик, победитель, вот как-то так. Но вот после всех вот этих ваших побед в вашей жизни вот наступила черная полоса, вот как я уже говорила, из-за женщины, плюс магическое воздействие. И вот знаете, как будто ваша жизнь застопорилась. Вот некоторые из вас могут, допустим, даже наблюдать такую ситуацию, что не получается то, что раньше получалось просто на раз-два, да? Какие-то элементарные вещи, может быть, не получаются. Вы, может быть, сами даже удивляетесь, да, что вы вот, ну вот не идет какое-то дело, которое раньше, ну, легко получалось, да. Это может быть что угодно, какие-то сделки по работе,
те же женщины, да, отношения с женщинами. Вот вы как будто сидите вот как в прострации, в какой-то, да, вот, ну какой-то тупик может быть. И особенно вот по работе это может касаться и личной жизни. Ну как будто вот, знаете, вот застопорилось все, застопорились дела, застопорилась личная жизнь, да, ну вот блок стоит и все. Некоторые из вас также может проигрываться, что периодически вы заглядываете в рюмку, да, но не потому, что вы там зависимый какой-то, нет, просто чтобы вот как-то расслабиться. Ну вот вы не можете найти себе какое-то другое занятие, чтобы расслабиться. А так, пусть иногда, но вы такое своего рода расслабление для себя вот подыскали, да. У некоторых могут быть и срывы, конечно. Срывы вот именно вот с рюмкой чая, да. Теперь смотрите, вот то, что я уже говорила, да, вот именно вот дьявол у нас, который влияет, который сразу же выпал у нас первой картой в раскладе. Этот дьявол, вот именно как я и сказала, да, может влиять на то, что проблемы в финансах у вас, либо же у кого-то есть, либо могут начаться, да. Так, давайте-ка теперь посмотрим, что же уйдет из вашей жизни, что будет дальше. А то как-то так мрачновато так началось, да, все. Ну, просто меня само удивило. Прям сразу дьявол выпал. Давайте-ка посмотрим, что же уйдет из вашей жизни, что же будет дальше. Знаете, вот все-таки я думаю, вот судя по раскладу, я так подозреваю, конечно, и надеюсь, что вы все-таки, у кого вот такая ситуация проигрывается, негативная, которую я описала, что вы все-таки пойдете, может быть, там есть какие-то люди, которые, бабки там, да, вот, которые снимают негатив, вы все-таки, я думаю, пойдете на какую-то консультацию, там, да, вот что-то будут делать. И причем, знаете, вот после того, как вы, ну, такую своего рода чистку проведете, у вас даже финансы пойдут в гору. Вот финансовое положение начнет улучшаться, но именно после чистки. Так, что еще? У вас еще, знаете, вот все-таки чистка это большая сила. Потому что вот именно по дьяволу у вас вот, ну, как будто вот реально вот блок стоит вообще в вашей жизни, как будто вот застопорилось все, личная жизнь, финансы, да. Но вот еще момент такой, вот если вы, кто-то на чистку пойдет, да, кто-то будет, у кого, допустим, нет таких вот ужасных проблем, которые я описала, да, кто-то из вас вот начнет работу над собой. Вот вы сделаете вот именно работу над ошибками, проанализируйте свою жизнь. Вы знаете, вот, ну, конечно, это наедине с собой, как бы на досуге. Вам нужно обдумать все, проанализировать, и тогда, вот я вам скажу, и тогда из вашей жизни даже исчезнут вот эти вот какие-то страхи, комплексы именно перед женщинами, перед отношениями. Потому что сейчас у вас много страхов. Вот если вы сделаете вот именно психологически какую-то вот работу над ошибками, вы обдумаете, где вы были правы, где не правы, может быть, что-то вы не так по жизни делали, ну и с женщинами, и вообще по жизни. Ваши страхи постепенно уйдут. Конечно, это не по щелчку будет. Некоторые думают, что это за секунду, за минуту делается. Нет, это все постепенно происходит. То есть уйдут ваши страхи, но именно страхи, которые касаются вот женщин и отношений. И знаете, вот как говорят психологи, по-моему, я уже в каком-то видео об этом рассказывала, если вы чего-то боитесь, да, вот как избавиться от страха, вот чего-то боитесь, то нужно это сделать, вот пересилить себя через силу, да, это будет сложно, это будет нелегко в первый раз делать, но тем не менее вот собрать как-то всю силу волю, переступить через себя и сделать.
Вот через «не могу» просто. И тогда эти страхи каким-то вот магическим, мистическим образом, они рассеиваются. Ну, это так, небольшой лайфхак вам. Психологический лайфхак. Потому что, смотрите, вот если, опять же, вот очень четко показывает расклад, если вы не будете работать над собой, да, кто-то, может быть, захочет к психологу, психотерапевту сходить, потому что у некоторых из вас может проигрываться ситуация, когда вам реально вот психологически тяжело. Если это запустить, то тогда уже не психолог, а психиатр может понадобиться. Это, конечно, все печально, но тем не менее. Я бы вам советовала не запускать, вот особенно те из вас, кому сейчас плохо, так знаете, депрессивно, я бы советовала поработать, конечно, с психологом. Либо же хотя бы, ну, начните, знаете, вот с элементарных вещей, начните слушать. Много есть различной музыки. Вот музыка для медитации есть. Музыка для сна, она так и называется. Да? Сейчас в интернете много всего есть. То есть вы можете какие-то вот, знаете, вот такие моменты брать для успокоения, потому что, ну, не только на таблетках для успокоения люди живут, а для начала начните вот с малого, чтобы ваша вот психика успокаивалась, приходила в покой, да, чтобы негативные мысли улетучивались. Поэтому вот я сейчас рассказала вам разные варианты, как можно избавиться от вот этой вашей сложной ситуации, потому что она реально у вас, знаете, вот заблоченная, просто блок стоит. Еще раз говорю, у кого из вас вот то, что я говорила в начале, да, вот те симптомы, когда вообще, ну, хреново, ничего не идет, не получается, тогда лучше, конечно, пойти почиститься. Хотя я вам скажу, если у кого-то есть знакомые какие-то, ну, по отзывам, да, знакомые там женщины, бабушки, кто этим занимается, чистками, то на диагностику я вам советую сходить, потому что на вас может быть какая-то негативная программа, а вы этого даже не знаете, да, где-то она мешает по жизни. У кого-то это симптомы более выражены, у кого-то менее выражены, но тем не менее, все мы разные, у всех проявления абсолютно по-разному. Но психологическое ваше вот состояние, я бы, знаете, я вот многим из вас бы рекомендовала начать вот и со страхами, с комплексами бороться. И делать вот через «не могу», как я говорила. И тогда ваша жизнь вот начнет улучшаться. Тогда у вас и личная жизнь наладится. Уйдут страхи, уйдет вот особенно вот у кого негатив, да, вот деньги у нас заблочены негативом. Уйдет безденежье, проблемы с деньгами уйдут. Так, давайте-ка еще посмотрим, что будет еще дальше у вас. Так. Да, и уйдет ваше одиночество. Очень четко посмотрите, у нас отшельник, у вас начнут появляться женщины. Ваша личная жизнь начнет налаживаться. Вот что самое такое приятное, наверное, да, чего вы многие все-таки ждете. Потому что проблема есть, и проблема реальная, и она никуда не денется сама по себе. Психологическая даже проблема. Я даже магию сейчас не беру во внимание. Психотравмы все наши, они очень большой вклад, да, несут вот вообще в нашу жизнь. Если была какая-то психотравма, да, вот обидели кого-то, унизили, растоптали, да, особенно это часто происходит, когда ты любишь женщину, да, вкладываешься всей душой, ты ей был верный, ну, то есть, ну, ходил на задних лапках, все для нее. Это не оценилось, да, в душу плюнули, изменили там и понеслось. Это как двойной удар ниже пояса. Поэтому вот эта психотравма, она может до конца жизни вот болеть. Она уходит в подсознание, она начинает давать о себе знать, когда только начинаются новые отношения. Она может влиять на новые отношения, что вы не сможете их просто построить, понимаете, если их не прорабатывать. Вот если вот этот вот червячок сомнения, допустим, сидит в вас, то он будет и дальше сидеть, если вы ничего не будете делать. Я сейчас уже немного так на психологические моменты, как всегда, вам объясняю. То есть, пожалуйста, ребята, работайте над собой.
Я не говорю, что это каждый день нужно, да. Начните с каких-то простых вещей, поставьте спокойную музыку, да, порелаксируйте, расслабьтесь, да. Сходите к психологу, если вы понимаете, что вы не справитесь. Кто может справиться? Сделайте работу над ошибками, проанализируйте свои прежние отношения, вообще свою жизнь, да, ну так по-честному только, по-честному. За вами никто не будет подсматривать. Сами перед собой. Что вы правильно делали, что неправильно. Может быть, где-то вы переборщили. Может быть, вы сильно растворились в вашей женщине, она это не оценила, она это как должное, да, восприняла. То есть вот такие вот моменты, да, довольно такой сегодня философско-психологический расклад у нас получился. Но еще раз говорю, вот у нас главные две проблемы, судя по раскладу. Это магическая, да, вот проблема, плюс психологическая, особенно это психотравма. Но я думаю, психотравма у многих из вас, которые есть вот сегодня на моем раскладе, да, как правило, ну, психотравма, она, наверное, у каждого бывает, у кого-то раньше, у кого-то позже, да, потому что, ну, как правило, бывает, да, у человека не один брак, да, ну, я не знаю, это, наверное, 1 на 1 000 000 сейчас, чтобы были отношения одни на всю жизнь. То есть были и другие у вас отношения, не обязательно там жена у вас была, да, перед этим у вас были, либо же даже после жены были отношения. Все отношения абсолютно разные, подход нужен разный. Но если человек травмирован, да, вот хоть раз в жизни человек травмирован, психологически я имею в виду, то вот этот, знаете, вот след послевкусия, оно идет спустя уже, может быть, даже годы, если это не проработать. Вот такой был расклад, поэтому смотрите, вот как такое резюме небольшое. У вас уйдет из вашей жизни, вот если вы вот это все, допустим, кто-то магически, да, вот эти моменты снимет, почистит, кто-то из вас психологически, вот, да, вот проработает все свои проблемы, то у вас уходит одиночество, безденежье, да, вот уходит именно вот это ваше состояние, которое сейчас вам, может быть, даже не дает покоя, либо же вам некомфортно с ним. Вот. Поэтому я бы вам, конечно, настоятельно рекомендовала вот сделать то, что я вам сказала, да, посоветовала. Конечно, это каждое дело, вернее, это дело каждого из вас. Но смотрите, я чем смогла, помогла. Хочется как лучше. А вы уже решайте сами, что будет, как будет, да, и как вам жить дальше. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!